Итак, друзья, очень много вопросов поступает на тему e-виз. Сегодня я максимально подробно об этом расскажу, буду все наглядно показывать. Думаю, многим этот ролик будет полезен. Вот прямо сейчас поставьте лайк этому видео, напишите любой комментарий, не забудьте подписаться на канал. А теперь, когда все готово, я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Итак, первое и самое главное, что нужно знать об оформлении e-виз во Вьетнам, это то, что их нельзя оплатить российскими картами. Если у вас есть карты иностранного банка, вам повезло, вы без проблем оформите, смотрите ролик дальше. Если у вас такой карты нету, то можете обратиться за помощью ко мне. За небольшую комиссию я вам помогу. Ко мне уже обращалось несколько человек, все успешно получили e-визы, все довольны, поэтому welcome, пишите ко мне в Telegram, ссылочка будет в описании под этим роликом. Нужно учитывать, что виза одноразовая, то есть если вы в течение этого периода планируете выехать за пределы Вьетнама, вам обязательно потребуется оформлять e-визу повторно. Для граждан Российской Федерации можно заехать по штампу на 15 дней. E-виза, напомню, позволяет находиться во Вьетнаме 30 дней. Итак, дальше предлагаю не затягивать, давайте сразу перейдем к сайту, где, собственно, происходит оформление e-визы. Собственно, вот таким образом он выглядит. Можете посмотреть, обратите внимание на адрес, потому что есть фальшивые адреса, которые создают мошенники и, собственно, пользуются этим, чтобы выманивать у вас денежку и ваши персональные данные. Дальше нам нужен пункт e-виза, собственно, вот он, мы его видим, выбираем. Здесь открывается вот такая страница, где, собственно, вся информация, все написано. Если у вас вдруг проблемы с английским языком, да, здесь можно, кстати, выбрать вьетнамский язык и английский, русского языка нету. Если у вас проблема с английским языком, воспользуйтесь браузером Google Chrome, можно проделать вот такую вот процедуру, перевести на русский. И, собственно, у нас вся страничка переведена на русский язык. Здесь, смотрите, вот по этой ссылочке мы можем открыть вот такой файлик, где мы увидим список стран, граждане которых, собственно, могут воспользоваться e-визой, оформить себе. Давайте посмотрим из актуальных для нас, да, для русскоязычных людей. Здесь есть Армения, Азербайджан, Беларусь. Что тут еще у нас? Давайте посмотрим. Грузия, Казахстан, ну и, собственно, Россия. Где-то здесь, да. Вот она есть. Файлик закрываем. Более подробно можете самостоятельно с этим списком ознакомиться. Давайте вернем английский язык, чтобы в оригинале все показывать. Дальше нам нужна вот эта строчка. Жмем вот сюда. Перед нами уже открывается страница. Тут, собственно, инструкция. Тоже, опять же, написано условия оформления e-визы, стоимость ее прописана $25, срок оформления от 3 рабочих дней. Подтверждаем все, принимаем, ставим галочку, идем дальше. Перед нами открывается следующая страница, где, собственно, мы уже должны заполнить наши персональные данные, загрузить фотографию и скан паспорта. Или фотографию паспорта тоже подойдет. Требований к фотографии, в принципе, особых нету. Главное, чтобы был светлый фон, желательно прям белый. Сейчас я загружу свою фотографию. Вот, собственно, вот таким образом выглядит. Я пользуюсь фотографией, которую делал 3 года назад на загранпаспорт. Я думаю, у всех такая фотография найдется. Своему клиенту, который ко мне обращался за помощью, мы сделали фотографию буквально в кафе, в котором мы встретились. На телефон я ее немножко обрезал и, соответственно, загрузил, и все отлично у него. Виза была готова через 3-4 дня. Перейдем к паспорту, загружаем паспорт. Тоже подойдет обычная фотография, не нужно там искать специально сканер, чтобы под какие-то требования подгонять себя. В принципе, вот у меня такая фотография, и все отлично.
Дальше нам нужно вбить фамилию, имя, вбиваем как в паспорте, соответственно, сначала фамилия, потом имя. В этом поле мы ставим пол, это мужской, это женский, мужской. В этой строчке мы вбиваем дату рождения. Отлично. Дальше здесь мы ничего не меняем. Национальность. Соответственно, вбиваем первые 3 буквы РУС, ну или какая у вас национальность, ну и соответственно вот сразу оно выскакивает. Соответственно, автоматически национальность по рождению, да, место рождения, соответственно, тоже вбивается. Дальше следующий религия, вот этот пункт. Здесь мы вбиваем христианство, соответственно, вы вбиваете ту религию, которую вы соблюдаете. Дальше, следующий пункт – это род деятельности. Здесь вы тоже можете на самом деле все что угодно написать. Я себе обычно пишу фриланс или IT, что-то такое. Вот, собственно, список уже у меня есть, да, это люди, которым я тоже заполнял уже анкеты. Идем дальше. Здесь нам нужен адрес, настоящий российский адрес. Опять же, его никто не проверяет, поэтому можно абсолютно рандомно указать. Я указываю свой настоящий адрес. Дальше идем. Здесь мы указываем номер телефона контактный. Тоже на самом деле не знаю, насколько нужно указывать настоящий номер, потому что ни разу никогда никто по нему не связывался. Идем дальше. Email. Вбиваем email. Вот у меня уже предлагает мой вариант. Соответственно, я выберу. Обратите внимание, что email нужно внести 2 раза. Это связано с тем, что именно на почту приходят письма, подтверждающие оплату и то, что ваша заявка была принята в обработку. Дальше у нас паспорт. Я сейчас не буду вбивать номер своего паспорта. Вы, соответственно, вбиваете свой номер паспорта. Дальше здесь мы ничего не меняем, оставляем этот пункт как есть. Дальше здесь дата окончания паспорта. Тоже поставим 01/2030 год. В этом пункте этот пункт – это предполагаемая дата въезда. Здесь стоит тоже внимательно, обязательно дату указываем ту, именно в которую вы приедете. Если вы приедете раньше, вас просто не пропустят. Если вы приедете позже, там на 2-3 дня, соответственно, вас впустят, но e-виза будет действовать именно с этой даты, которую вы указали. Соответственно, учитывайте это при планировании своей поездки. Здесь автоматически уже вбито количество дней, на которые вы получите визу, это 30 дней. Если мы укажем там 60 дней, то дальше вот на этом этапе, когда мы будем принимать, нас просто не пропустят. Поэтому мы возвращаем 30. Цель визита – туризм, оставляем. Дальше, здесь нужно указать адрес во Вьетнаме. Можно указывать абсолютно рандомный адрес, любой, его опять же никто не проверяет, никто не смотрит ни на каком этапе. Соответственно, вы можете просто зайти в Google карты, там какой-нибудь отель выбрать и скопировать адрес этого отеля. Если у вас есть бронь, можете настоящую бронь, адрес настоящего отеля своего указать. Дальше идем. Соответственно, здесь нужно указать город или провинцию, в которую вы, собственно, прибываете. Если вы едете в город Ничанг, соответственно, вам нужна провинция Ханьхуа. Именно в этой провинции находится город Ничанг. Дальше осталось уже совсем чуть-чуть. Вот в этих пунктах здесь можно указать детей, соответственно. Здесь, то есть, это для приглашения, это если у вас есть агентство, которое вас, или организация, которая вас приглашает. Честно говоря, не знаю, для чего этот пункт.
А здесь вот можно добавить своих детей до 14 лет. Соответственно, если у вас есть дети, вот активируйте этот пунктик и добавляйте их. Дальше следующий пункт, это, собственно, опять же, с какого числа начинает действовать e-виза и по какое число. Оно автоматически вбивается, исходя из той даты, которую вы вот здесь вбили. Дальше. Очень важный пункт – это выбор пункта прилета, заезда, да, как вы будете, собственно, попадать во Вьетнам. Обратите внимание, что здесь есть воздушные пункты, аэропорты разных городов, соответственно, есть и наземные. Наземные нам потребуются, если мы отправляемся, например, в Визаран. Вот мы ездим из Нячанга в Лаос на Визаран, соответственно, мы пользуемся пунктом наземным, и, собственно, вот так он называется Бой, Лэндпорт. Если мы прилетаем, соответственно, в аэропорт, то его и выбираем. Если вы летите в Нячанг, соответственно, мы выбираем Камрань аэропорт. Это аэропорт города Нячанг. Если же вы сначала прилетаете в город Хошимин, но потом вы из Хошимина прилетаете в Нячанг, то вам все равно здесь нужно указывать город Хошимин, потому что именно через него вы попадаете во Вьетнам. А уже дальше вы уже пользуетесь внутренними авиалиниями, внутренним перелетом и с помощью его попадаете в город Нячанг. Соответственно, это тоже важный пункт, и уделяйте ему внимание. Давайте выберем Камрань, собственно, аэропорт города Нячанга. Пункт вылета особо не важен, то есть его, в принципе, не проверяют. Мы даже вот когда делаем себе e-визы для Визарана, соответственно, я указываю аэропорт города Камрани как точку вылета, через которую мы будем покидать Вьетнам, но по факту мы выходим пешком через наземный пункт. Поэтому здесь, в принципе, можно, да, предположить, указать точку, но она не так важна. Дальше, соответственно, мы ставим галочку. Ну и, собственно, нам остается ввести только капчу, чтобы доказать, что мы не роботы с вами, и нажать вот эту кнопочку. Предварительный просмотр. У нас всплывает вот такая вот информация. Собственно, ее лучше скопировать сразу. Нам потребуется вот этот код регистрационный. С помощью него мы в дальнейшем будем проверять готовность нашей визы. Но об этом чуть позже. Собственно, копернем его. Дальше жмем ОК. У нас открывается вот такая вот страница, где мы можем проверить все наши данные, верно ли мы ввели. Я думаю, что все в порядке, тем более мы не будем оплачивать, такой тестовый. Дальше нужно перейти на страницу оплаты, жмем вот эту кнопку. Открывается такая страница, ну и, собственно, появляется тоже вся информация для оплаты. Стоимость и стоимость в донгах. Недавно оформлял, ценник был 600 тысяч с чем-то донгов. Соответственно, курс каждый день меняется, и из-за этого конечная стоимость может видоизменяться. Жмем оплату. Соответственно, здесь выбираем вот эту вот строчку и, собственно, выбираем платежную систему, в которой у вас карта. У меня карта Visa. Соответственно, такая страничка. Принимаем все правила. Здесь, соответственно, вбиваем номер карты. Я просто вобью единички для примера. Соответственно, имя, фамилия. Адрес. Адрес, многие спрашивают, какой адрес указывать при оплате. Соответственно, вы указываете адрес той страны, где у вас была выпущена ваша карта. Соответственно, моя карта выпущена в Казахстане. Я указываю адрес города Актау, Республика Казахстан. Соответственно, вот так оно выглядит.
Здесь указываем страну, опять же, в которой у вас карта выпущена. И дальше, соответственно, выбираем уже платежные данные. После того, как вы... Ну, я сейчас рандомно, да, просто сделаю. Ну и дальше классическая форма подтверждения оплаты через смс. Собственно, подтверждаете, все окей. У вас открывается страница, что успешно прошла оплата. На почту придет письмо соответствующее тоже, что оплата прошла успешно, все отлично. У меня вот написано, что оплата не успешна. Соответственно, мне она и не нужна. Дальше нам нужна вот эта страница Search, eVisa Search. Открываем, у нас открывается вот такая вот страничка. Помните, я копировал регистрационный код, соответственно, я его сюда вставляю. Указываю свой email, который я указывал при регистрации, и дату рождения. И, соответственно, опять капча, чтобы подтвердить, чтобы мы с вами не роботы. Давайте посмотрим, какой же статус у меня. Соответственно, вот вся информация всплыла. Здесь номер паспорта и, соответственно, статус не оплачено. Когда у вас пройдет оплата, соответственно, статус сменится на in progressing, соответственно, в процессе изготовления eVisa. Ну и, соответственно, через 3-4 дня, может быть больше, может быть меньше, у нас даже был рекорд. За 2 дня была eVisa готова, такое тоже бывает. У вас сменится статус на то, что ваша eVisa готова, и, собственно, именно вот на этой странице же можно будет ее скачать. На почту, как правило, никакие уведомления не приходят, eVisa на почту не присылают. Соответственно, только вот на этой странице проверки статуса готовности eVisa ее можно скачать. Но не забывайте, что на сайте миграционной службы указан срок от 3 до 15 рабочих дней. Соответственно, делайте визы заранее, чтобы потом не оказаться в той ситуации, что виза еще не готова. Соответственно, если вы из России, вы, конечно, можете ехать по штампу, но вы уже потратили деньги, и, соответственно, внутри Вьетнама активировать eVisa никаким образом не получится. Только выезжать, заново въезжать. Ну и деньги, конечно, вам никто не вернет. Деньги потрачены, и, соответственно, все было зря. Обязательно распечатайте eVisa. На сайте миграционной службы так и написано, что этот документ нужно распечатать. Конечно, есть опыт, кейсы, когда просто на телефоне можно показать eVisa и вас пропускают. Но лучше перестраховаться, распечатать этот документ несложно, и, соответственно, вам будет проще и спокойней. На границе, на пропускном пункте уже, собственно, подавайте eVisa, вложенную в свой паспорт, и ожидайте результата. После того, как вам вернули паспорт, обязательно проверьте его, проверьте даты, совпадают ли они. Потому что у нас в последний наш визаран на границе был случай, когда парень перед нами стоял там через одного человека, и ему, я так понял, штамп поставили ошибочно, не с той датой. Погранцы тоже люди, могут ошибаться, и, соответственно, могут там забыть, что у вас eVisa, и поставить вам дату на 15 дней. Всякое бывает, обязательно проверьте, если все окей, проходите дальше. Если у вас какая-то проблема и неверно указали дату, вернитесь, укажите на эту ошибку. Ну и, собственно, вот такой процесс оформления eVisa, показал все от начала до конца, постарался максимально подробно на каждом пункте заострить внимание. Если вдруг у вас какие-то вопросы еще остались, обязательно задавайте их в комментариях, пишите ко мне в Telegram, с удовольствием, чем могу, помогу, отвечу на все ваши вопросы. Также подписывайтесь на мой Telegram-канал, там публикую различные новости, travel новости, какие-то эпизоды из нашей жизни, которые не входят в основные выпуски. В общем, ссылочка будет в описании под этим роликом. На этом буду заканчивать это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте, сами все знаете. Всем пока, еще увидимся.